прекрасного денечка. Сегодня мы решили вытащиться погулять, потому что у нас наконец-то упала температура. Сейчас вот 4:30, 27 градусов всего лишь. И это прям глоток свежего воздуха, потому что есть прохладный ветерочек и, ну не знаю, вообще солнца нет, приятно гулять. Первым нашей остановкой нужно забрать Amazon. Мы не всегда заказываем Amazon домой. Иногда удобнее, у нас здесь возле дома есть локер для маленьких посылок. Иногда заказываем туда. Но вообще, на самом деле, мы, когда жили в Турции, так негодовали из-за того, что нету доставки в какой-то пункт выдачи, как Озон. Но просто в Турции все это по-дебильному было. Здесь Amazon работает шикарно. Ты можешь выбрать день, который тебе доставят. Если тебе не доставят, господи, да ничего страшного, доставят на следующий день. И так далее. Короче, клиент всегда прав. Если хочешь вернуть, все возвращай, все бесплатно, либо себе оставь даже. Так, вот у нас локер. Мы заходим в приложение Amazon. Вот, и мы нажимаем Start Pickup. Сейчас он подключится по Bluetooth к локеру. Открываем. Опа. Все. Больше ничего нету. Все супер удобно. Все, awesome. И вот моя посылочка. Так, надо сейчас ее распаковать и выбросить упаковку. Заказала себе вот такой вот спрей-серум, который у меня был еще с питерских времен. Я там заказывала несколько упаковок. Короче, это мой самый любимый, самый лучший. Просто вот освежится. И он супер классно увлажняет. Ну, я не знаю, мне кажется, все его уже знают, на самом деле. Наконец-то вот заказала новую баночку. Дошли почти до Glorious. Ну, как почти? Вот Glorious. И наконец-то у нас здесь открыли все это пространство. Должны были к июню, но сейчас на дворе июль уже, как бы. Вот, раньше все это была дорога, а теперь минимум дороги сделали. И, ну, вот здесь еще не убрали заборчики некоторые, но здесь теперь вот так вот вдоль всей этой дороги до там определенного места. Вот деревья, клумбы, посидеть можно. Ну, в общем, такая прогулочная зона. Этот торговый центр. Причем с этой стороны он выглядит ужасно, но внутри он классный. И вот так вот можно прямо пешочком по центру улицы дойти до парка Glorious, который я уже показывала, который тоже отреставрировали пару месяцев назад, открыли. Как отреставрировали? Построили с нуля его. Не было. Блин, ну это вообще круто, потому что мы здесь часто ходим и в торговый центр, и в целом отсюда все пути наши ведут. И поэтому я очень рада. О, площадку еще детскую сделали здесь. Ну, короче, прикольно. Мне очень нравится, что ты идешь по Барселоне, она на глазах у тебя просто преображается. Постоянно появляются какие-то новые места, постоянно, ну, какие-то дороги делают пешеходными, что супер круто. Я только сейчас поняла, как это крутая спортивная площадка, потому что здесь даже вот такие штуки есть, резинки. И вот здесь вот и есть все уроки, как делать. Можно отсканировать QR-код и на ютубе, в общем, все это посмотреть, как делать. Вот. И тут много чего есть, даже вот такая вот штука есть. О, даже жим ног есть. Он что, с весами? No way. Обалдеть. Кому теперь нужен платный спортзал? Скажите мне. Он с весами. И здесь все с весами. Обалдеть. Да, это реально веса. Но пока что здесь заблокировано и нельзя в общем, вес менять. Но так-то до 80 килограмм можно поставить на секундочку. Но здесь пока еще закрыто. Мы так пролезли просто сюда. Ну как... О, интересно, кстати, эллипсоид. Мой любимый тренажер. А есть веса здесь или нет? Обожаю эллипсоид. Господи. Но это все не новое. Они откуда-то притащили. Все это грязное такое. Так, здесь какой-то экран. Интересно, это вообще будет бесплатно? Мне кажется, платно будет. Честно говоря. Типа, бросаешь монетку и... А, здесь по Bluetooth. Ага. Очень-очень интересно, конечно. Ну, круто, что. Будем приходить, качаться. Мне так нравится, что озеленяют город, сажают всякие цветы. Вот мне очень нравятся цветы, даже если это просто полевые какие-то цветы рандомные. Так нравится, так красиво.
А здесь еще вон фонтан. Дети просто моются, купаются в фонтане. А, здесь такая зона детская. Прикольно. Дети, в общем, в купальниках прям там. А здесь спортивная зона. Мы просто в прошлый раз не зашли в эту зону. Забыли. Здесь у нас баскетбол. Здесь теннис настольный. И все вот так вот огорожено от дороги такой зеленой стеной, что ты как будто бы на природе, не знаю. Ой, есть даже вот такие вот. О чем разница вот этого стола и вот этого стола? А, это типа для маленьких детей. Ага. В целом этот парк вообще такой большой, такой зеленый, что здесь даже, ну, местами сложно сказать, что ты находишься прям в центре города. Это вообще здорово. Здесь вообще все засадили настолько густо и глубоко, что ты идешь как будто бы в лесу. Кайфово. Когда дети не играют, не орут, а когда здесь меньше народу, наверное... Господи. Что такое? Сан-Франциско, скворечник Сан-Франциско. Вот здесь трава каким-то чудом зеленая осталась, видимо, поливают, потому что в остальных местах в городе она уже... Я вижу кролика. Офигеть. Ты не видел? Я увидела кролика. Вон, смотри, скачет кролик. Блин. Он, наверное, сейчас вообще в кусты далеко убежит. Вон он скачет. Видишь? Вот он убегает, блин. В общем, попался он чуть-чуть на камеру. Я в шоке. Здесь водятся кролики. Я сначала подумала, это белка, потом увидела, как он прыгает. Вау, такой хорошенький. А как они тут живут? А их чем-то кормят здесь? Или что? Интересно. Я считаю, самый топ — это вот этот паркинг Манхэттен. Просто здесь такие дома страшненькие. Там сзади тоже какой-то Мумбай, вон там. Но паркинг Манхэттен, потому что именно в этом кусочке видно Саграду, прям ровненько. Я немножко сбоку стала, даже в дерево мешается. Но это просто топ, я считаю. Вот домик а-ля Гауди. Может быть, это он и строил. Замечаете такую странность? Как будто бы из «Звездных войн» что-то. Такое вот. Да. Он сам. Так прикольно. Жить, наверное, в нем не прикольно, он старый. Это здание чем-то мне напоминает «Зачарованных». Не «Дом зачарованных», а в целом вайб сериала «Зачарованные». Вот, с этой стороны лучше видно. В общем, из-за того, что у него такие шпили, такие башенки, такие вот, ну, как будто бы ведьминские какие-то. Там, кстати, находится коворкинг. Наверное, там прикольно. Блин, все заросло, теперь с деревьями вообще ничего не видно. Это надо ходить зимой, так что если хотите ходить по Барселоне, приезжайте зимой. Летом за деревьями вообще ни черта не видно. И жарко. Вышло солнце, кстати, стало жарко. Я не представляю, как вот они ездят целыми днями в этих автобусах. Очень жарко. Кстати, этот баннер приурочен к тому, что в Барселоне говорят на 300 языках и проживает 160 разных национальностей. Представляете? Это шок. Столько вот здесь людей, и так здесь прям полноценный мигрантский, короче, город. Мы дошли до центра города. Как понять, что мы в центре? Это когда видишь магазины Луи Виттона, Баленсиаги.
значит, ты в самом центре города. И куча туристических автобусов и людей, собственно. А мы идем, направляемся в бутик Неспрессо для того, чтобы закупиться кофеечком. Вот это одна из моих любимых улиц. Правда, здесь летом очень много народу, но здесь прямо такие все домики эстетичные, всякие бутики, рестораны. И мне нравится, что в центре вот так вот ты можешь идти под деревьями. И очень уютно. Рядом с центральной улицей главный магазин находится. Ну, она параллельно ей идет. Такая мини-центральная улица. Домик принцессный. С розовой крышей. Такой вот Неспрессо. Hola. I can see. О, какие-то новые. Как она звонила, Over Ice. Вауч. И еще какой-то интересный. Блин, у них лимитки начали стоить просто дорого. Это очень печально. Сейчас спросим. Вот такой вот меню здесь кофейное. И у них новые коллекция с фисташками. И посмотрите, они под каждую коллекцию всегда делают вот, брендинговые свои все вещи. Вот такие вот. Посмотрите, какая красота. Это ванилла и кокос я взяла, и это с фисташкой. Блин, завтра будет очень вкусное утро. А еще вот такая вот у них вывеска классная. Вот. Еще такие вот штучки, если ты ждешь, очередь, они дают вот такие кассетки, которые показывают, на какую кассу тебе идти. И вот здесь можно посмотреть все вкусы. Здесь такие карточки. Обожаю Неспрессо, я не знаю, их эстетика, это просто вот. Смотрите, как все эстетично. Здесь тоже кофеечки. А вот, кстати, кружечки. Блин, какие классные кружечки. Жалко, что все это пластик. Вот эти классные тоже, симпатичные, но они не удобные, мне кажется. Но для какой-нибудь кофейни, например, было бы клево, я думаю. Так вот. Ой, здесь даже такая штучка есть. Прикольно. Инсталляция такая. Вот она. Классно, классно. С каждым годом Неспрессо все больше и больше меня радует. И, конечно же, под летнюю коллекцию все куплено. Кайф. Еще один принцессный домик, только голубенький. Такой вот. Наконец-то солнце ушло и стало хорошо дышать. Смотрите, там золотая хамоничная нога. А вот это музей, в который, наверное, надо сходить когда-нибудь. Но когда-нибудь не сегодня. Мне еще нравится вот этот домик. Они всегда украшают еще к Дню Святого Валентина. Я вставлю фоточку. Смотрите, какой накачанный мауль. Мускулистый. Короче, ожидания. Мы в середине дня, в хорошую, не жаркую погоду, без солнца выходим, идем гулять в центр, наслаждаемся. Реальность. Мы пока шли, погода 33 раза сменилась, выглянуло солнце, напекло, потом солнце обратно ушло, стало супер душно. Мы дошли в центр, и все, я просто сдулась, мне очень жарко, я не могу дышать. И, короче, вот, мы просто поехали домой на метро. Хотя, изначально хотели обратно тоже пешком идти. Но у меня просто нет сил, просто нет сил. Как будто из меня вот эта вот вся духота высосала все силы. И все, и я просто тащу сейчас домой. И надо еще погулять с собакой.
А я уже не могу, я уже просто хочу прямо здесь вот и лечь и просто смотреть в небо, так сказать. Вот. Так что такой сегодня вот денечек. Кстати, фан-факт. Вот видите, вот эта пекарня, здесь вот испанцы сидят все. И прикол в том, что у испанцев завтрак — это булки. Они в основном завтракают булками. И они каждое утро сидят вот в этой пекарне и кушают, ну, типа, у них завтрак, кофе и какая-нибудь булка, типа, не знаете, не какая-то булка, типа, вот как в этой пекарне, да, вот, классной, которая рядом стоит, всякие круассаны с фисташковым кремом, или там с шоколадом, или еще что-то. У них вот самая национальная для завтрака штука — это такая тонкая лепешка теста, посыпанная просто горой сахара и, может быть, пару орешков еще сверху. Вот. И вот такой вот у них завтрак, да. Вот возле мусорки выставили картины. Вот кто хочет, пожалуйста, можно взять картину. Вот еще одна. И еще одна. Я супер устала, так же Чарли просто. Давай побежим в парк. Вот. Чарли на ту сторону. Ё-моё. Я сейчас просто прям здесь упаду. Я не верю, что сегодня уже должны прийти забрать этот диван. Уже время 4, ну, с лишним они должны около 4 прийти. Конечно же, для испанцев там 4-4:15 это одно и то же время, как они сами говорят. Поэтому ожидаем с часу на час. Мы вот тут вот все убрали, все, что у нас было, собачьи миски, здесь полка была. В общем, все вещи отсюда убрали для того, чтобы, ну, они могли тут все делать. Чарли тоже немножко не понимает, что происходит. Он думает, неужели мы опять переезжаем? Ура, они его уносят. Посмотрите, сколько места. Просто шок. Чарли, сиди на месте. Офигеть, какой же он был большой. Просто шок. Он просто, смотрите, занимает всю комнату, реально почти. Вот уже стена. Офигеть, сколько места. Офигеть, у меня шок. Здесь аж эхо появилось. Обалдеть, столько места, столько места. Это теперь все будет наше жилое пространство. Правда, здесь вот остается теперь открытым пятно, которое здесь было, когда мы заехали. И оно выглядит так, как будто сюда пролили какое-то очень мощное чистящее средство, которое разъело все это дело. В общем, вот. Сюда мы поставим, перенесем телевизор. Сюда приедет новый диванчик небольшой. А сюда мы поставим, ну, не знаю, зеркало, наверное, полноразмерное. Так у нас его не было в квартире все это время. А туда вернем ту дебильную полочку и все остальное, короче. Самое смешное, что когда они уходили, они такие, типа, ну все, спасибо, до свидания. И у них в глазах, знаете, читалось, типа, спасибо за бесплатный диван. Они стопудово, вот эта компания, которая обслуживает этот дом, они стопудово просто куда-нибудь себе, кому-нибудь домой или в офис унесут этот диван. Естественно, они поэтому не хотели его как бы отдавать типа нам, чтобы мы его продали. Поэтому они просто воспользуются им самим. Это как бы Европа, тут лишних денег у людей нету, чтобы покупать такие вещи, особенно такие дорогие, как диваны. Особенно в таком хорошем состоянии. Я его еще помыла 15 раз. Так что он вообще был такой, ну, прям как новенький, знаете, как будто бы. И еще забавно то, что когда они зашли втроем, они такие, ну, типа, репу почесали, и такие, ё-моё, на испанском между собой говорят, что он больше, чем казался на фото. Да, это мы пытались их убедить, то, что он просто огромный здесь. В этой квартире просто не нужен такой большой диван. Доброе утро. Сегодня очень так облачно, но на улице все равно тепло, жарко. И мы решили сегодня выйти с утра поплавать ради, ну, спорта, так скажем. Не ради того, чтобы позагорать, вот, или как-то охладиться.
Пока как раз никого нет, погода вообще не такая, чтобы купаться, короче, в бассейне, поэтому здесь никого нет, и надо было воспользоваться этим моментом, хотя мне было так лень идти. Но при виде этого прекрасного бассейна все, конечно, сразу же улетучивается. Так кайфово, когда никого нет. Мы только вдвоем. Тишина просто идеальная. И погода еще такая очень уютная, короче. Ой, мне очень нравится. Кайф. Кажется, купание под дождем нас преследует. Сейчас плавали и пошел дождик. Но это классно. Я обожаю купаться под дождем летом, когда вот так тепло. И дождик только добавляет какого-то, не знаю, дополнительного уюта, что ли, такой атмосфере. Как-то вот на этом контрасте того, что тебе тепло, ты купаешься, но при этом пасмурно идет дождь. И, не знаю, мне нравится это ощущение. Но сейчас уже пойдем домой делать дела. На бассейн так никто и не пришел, и сегодня, думаю, не придет. Поэтому лайфхак. Но в Барселоне дожди супер редко, поэтому... Зато осенью можно будет, кстати, ходить часто, купаться, освежаться прямо. Потому что у нас тут лето как бы до ноября примерно. Что ж, доброе утречко. Оно сегодня у меня доброе. Я только что вернулась с бассейна. И на самом деле давно мы не выходили на бассейн. Потому что всегда так происходит, когда оно у тебя есть рядом, ты думаешь, как бы время еще будет. И не так сильно хочется, когда у тебя этого нету. Короче, и прихожу домой, и приходит сообщение о том, что диван доставят уже сегодня, и уже буквально вот с часу на час. И это супер хорошая новость, потому что, я не знаю, я вообще так жду его, и до сих пор не представляю, как он будет здесь вот выглядеть. Ура, ура! Я просто ждала этого целый день. Ну, как целый день? Время 3 часа, полдня, короче, ждала, чтобы наконец-то уже сесть на диван и поиграть в плойку. Вот. Ура! Распаковка! Обожаю, когда приезжают что-то новенькое, распаковку. Насколько мы знаем, этот жанр очень популярен, так что все любят распаковку. Интересно, что когда Таня с Женей заказывали из этого магазина стол, он им дважды приходил со сколами на краешках, короче. В итоге они, решили оставить такой, потому что в 3-й раз так долго мучиться не захотели. И, не знаю, не учатся на своих ошибках. И, в общем, у нас теперь он весь, каждый краешек, они дополнительно проклеили коробочку. И все равно тут целое дырище, блин. Мне нравится нынешняя тенденция делать, коробки более минималистичной упаковки, короче, и как-то эффективно использовать пространство. Короче, здесь вот они такую, типа, ниточку сделали, и под диваном есть, собственно, место, и за эту ниточку ты тянешь и вытягиваешь. Вытягиваешь вот такой вот мешочек с детальками. Parts Inside написано. И еще там внутри была вот эта маленькая подушечка. Вот, кстати, вот такой цвет у нас. Вот, он такой миленький, уже хочу поставить. Так, у нас тут внутри получается вот эта соединительная штучка, чтобы 2 модуля соединить. Ножки, и даже заботливо положили эти штучки, чтобы, вы знаете, короче, на вот эту штуку. Прикольненько. Все так, мне нравится, что такие конвертики бумажные, что минимум вот этого пластика, пакетов, всякого такого. Вот это тоже очень миленькая такая. Итак, финальный лук. 1, 2 и 3. Вот такой приехал к нам красавчик. Такой маленький, симпатичненький, как уютное облачко. Я, конечно, думала, он будет слегка повыше, но вроде и так нормально. С виду кажется, как будто он неудобный, что мы подумали, когда видели его на сайте.
Но, как я уже говорила, ребята заказали себе похожий, и он оказался супер удобным, потому что здесь вот, когда ты хочешь облокотиться, каждый может сам себе подложить подушечку под свой рост. А когда у тебя диван сфиксированный вот этой штукой, которую еще нельзя там убрать, например, если хочется голову назад откинуть, это вообще мега тупо. Вот, а здесь можно вот эту подушечку поставить, можно любую свою, но он супер классный, он такой плюшевый, кремового цвета, как барашек такой кремовый. Ой, супер, мне очень нравится. И вот так вот смотреть будем теперь телевизор. Там у нас целая свободная зона получается. И вот сюда, наверное, поставим зеркало. Еще надо придумать что-то с этим пятном. Сюда разлили какой-то растворитель, мне кажется. Ну, до того, как мы сюда заехали, естественно. Как будто каким-то лаком пройтись, что ли, чем-то подкрасить, не знаю. Возможно, что-нибудь потом придумаем, либо поставим сюда просто цветок какой-нибудь. У нас, кстати, у Чарлика артрит развивается, и ему тяжело стоять и наклоняться, ну, пить, кушать. У него начинают трясти сильно лапки, и видно, что ему тяжело. Поэтому у нас пока что такое инженерное решение временное, потому что не хочется покупать всякий хлам с Амазона втридорога. Какое-то такое решение искать нужно долго, потому что здесь много факторов должно совпасть. Должны быть там правильные миски или, ну, короче, на самом деле для пожилой собаки или у которой какие-то проблемы со здоровьем, приходится подзапариваться даже над мисками, короче. Даже эти миски ему плохо подходят.